shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о питании и о том, как достичь стройной фигуры, сосредоточившись на балансе белков, жиров и углеводов, и при этом забудем о надоедливом подсчете калорий. Этот подход может показаться непривычным, но он основан на проверенных временем принципах здорового питания. Почему БЖУ важнее калорий? Для начала разберемся, что такое БЖУ. Это три кита нашего рациона – белки, жиры и углеводы. Они не просто дают нам энергию, но и напрямую влияют на наше самочувствие, гормональный фон и, конечно же, на композицию тела. В отличие от простого подсчета калорий, который игнорирует качество пищи. Фокус на БЖУ позволит нам осознанно выбирать продукты и понимать, как они работают в нашем организме. Интересно, что термин «калория» зародился еще в 1824 году, благодаря французскому ученому Николя Клейману Дизорму, но стал широко известен лишь в начале 20 века. С 1910-х годов только начали признавать метод подсчета калорий, а в 1917 году Лула Хан Питерс начала открыто пропагандировать подсчет калорий как средство похудения. Она даже опубликовала книгу на эту тему. Выходит, что общественность начала слышать об этом методе лишь ближе к 1918 году. Встает вопрос. Как же тогда поддерживали свою форму и уменьшали свою жировую прослойку атлеты до 1917 года? А таких примеров предостаточно. Евгений Сандов, прекрасный атлет, который по сей день носит гордое, но негласное звание отца бодибилдинга. Бернар Макфаден. Интересно, что кумиром для Бернара был Сандов, которому он хотел подражать и в честь которого организовал свой первый турнир по культуризму, внимание, в 1904 году. Иван Лебедев. Спортивную карьеру начал в 1896 году в Санкт-Петербурге у доктора Краевского, где занимался тяжелой атлетикой, а позже стал профессиональным борцом и тренером. И подобных примеров предостаточно. Отвечая на вышеуказанный вопрос, можно сказать следующее. Атлеты того времени интуитивно понимали важность правильного соотношения нутриентов. Они строили свои тела, опираясь на глубокое понимание БЖУ, а не на цифры в дневнике питания. Так как же избавиться от лишних жировых отложений? В этом нам помогут углеводы, и сейчас мы разберемся, какова их роль в этом процессе. Когда вы плавно уменьшаете их потребление в своем рационе, то уровень глюкозы в крови снижается, а она является основным источником энергии для наших клеток. Это приводит к уменьшению секреции инсулина, поскольку инсулин вырабатывается в ответ на повышение уровня глюкозы. Низкий уровень инсулина способствует более эффективному способу использования жировых запасов в качестве источника энергии. Когда уровень инсулина снижается, жировые клетки, адипоциты, начинают расщеплять триглицериды на свободные жирные кислоты и глицерин. Этот процесс называется липолизом. Жирные кислоты затем поступают в кровь и могут быть использованы различными тканями, например, мышцами, в качестве источника энергии, где путем окисления в митохондриях преобразуется в ЭТФ. И весь этот процесс называется физиологическая адаптация организма. По сути, вокруг этого процесса и строится вся система, начиная от питания с тренировками и заканчивая восстановлением. Но сейчас о другом. Когда наш организм адаптировался к использованию жиров в качестве основного источника энергии, резкое увеличение углеводов вызовет скачки уровня глюкозы, а вследствие инсулина, который способствует синтезу жира, липогенезу, и подавляет расщепление жиров, липолизу. Это означает, что при высоком уровне инсулина организм быстро склонен накапливать жир, а не использовать его в качестве источника энергии. А при учете, что к концу нашей диеты потребление углеводов будет минимально, то есть, соответственно, наши клетки станут особенно чувствительными к инсулину, что приведет к быстрому набору веса, если начать сразу объедаться углеводами, так как организм включит процесс защиты от голодной смерти и будет стремиться запасти как можно больше энергии, откладывая большую часть в виде жира. А если такие резкие скачки будут довольно частыми, то это может привести к инсулинорезистентности. Это когда клетки теряют чувствительность к инсулину, а это может усугубить проблему накопления жира. Поэтому только плавное увеличение позволит организму адаптироваться к новым условиям, что позволит сохранить метаболическую гибкость. В этом случае вес не только не вернется, но может даже продолжить снижаться, так как происходит адаптация метаболизма. Теперь, когда мы разобрались в биохимическом процессе, можно перейти к практическим примерам. И тут есть два выхода. Первый интуитивный и простой, второй, где нам все же придется немножко посчитать. В обоих случаях весь процесс займет у нас 3 месяца. Начнем с первого. Исключаем простые углеводы. Убираем из рациона сладости, газированные напитки, белый хлеб и другие продукты с высоким содержанием сахара. Вместо этого сосредотачиваемся на овощах, бобовых и цельнозерновых продуктах, которые содержат клетчатку и полезные питательные вещества. Этот этап должен занять у вас 2 недели. Обратите внимание на размеры порций. Хотя мы не считаем калорий, важно иметь представление о разумных объемах пищи. Используйте визуальные ориентиры. Порция белка может быть размером с вашу ладонь, а порция углеводов с ваш кулак. Это простой, но эффективный способ избежать переедания. Уже на этом этапе жир успешно начнет уходить. Далее, по истечении 4-й недели начните постепенно урезать количество сложных углеводов. Выглядит это примерно так.
Как видите, спустя месяц вы находитесь на полноценном здоровом питании из качественных белков, жиров и углеводов, где в течение недели будут чередоваться лишь их источники. В примере выше в каждом приеме пищи есть энное количество БЖУ, к которому мы уже привыкли, и у нас наступил застой в весе. Дальше поступаем таким образом. На этой неделе мы варьируем углеводы с белком на примере завтрака и обеда, но полностью исключаем их из ужина. На языке калорий мы как раз таки создаем дефицит. И дальше двигаемся в том же русле, снижая углеводность продуктов каждую неделю по чуть-чуть. Тут в ход пойдет исключение из рациона макарон, белого риса, бананов, винограда. Из круп отдадим предпочтение гречке, киноа, булгуру, бурому рису, а впоследствии также исключим гречку и бурый рис. И останется у нас на выбор киноа, булгур, бобовые разновидности и овощные смеси. Из фруктов оставим ягоды. И в итоге к началу третьего месяца у нас должен образоваться примерно такой рацион. И дальше начнется самое сложное, это крайние 3 недели. Суть, думаю, предельно ясна. Самое главное, тут, чтобы на протяжении всего этого времени у вас было преобладание белка во избежание потери мышечной массы, особенно в крайний месяц. Вообще в этот месяц стоит снизить физическую нагрузку на 30-40%. И не забывать употреблять ежедневно полезные жиры в небольших количествах. Это у нас авокадо, оливковое, льняное масло, семена тыквы, кунжута, рыба, орехи. К этому времени вы уже научитесь интуитивно составлять себе рацион, поэтому проблем тут возникнуть не должно. Второй принцип. Вычисляем свою сухую мышечную массу. Для этого есть различные онлайн-калькуляторы, либо можно пройти исследование в клинике, а также в премиальном фитнес-клубе, где вам сделают расчет. Допустим, наша сухая мышечная масса 95 кг, и мы имеем процент жира в организме 15%. Это примерно 14,5 кг жира. Многие допускают ошибку в том, что начинают расчет БЖУ на общую массу тела, что в крайне неверно. Рассчитывать нужно именно на сухую мышечную массу, потому что кормить жир не в наших интересах. Дальше используем среднестатистические показания БЖУ на расчет на 1 кг сухой мышечной массы. Эти значения нужно умножить на вашу мышечную массу. Возьмем значение с учетом, что мы хотим сохранить и даже немного преуспеть в наборе мышечной массы. Тут у нас будет 2 грамма белка, 0,9 грамм жира, 1,5 грамма углеводов. Берем и умножаем все это на нашу сухую массу тела. Итого в сутки получаем 190 грамм белка, 85,5 грамм жира, 142,5 грамма углевода. И тут опять же приближаемся к третьему месяцу, где нужно будет снижать углеводы до 1 грамма на 1 кг веса при учете регулярных тренировок. По итогу будете жить с калькулятором, поэтому решать вам, как говорится, кто как хочет, так и занимается непотребством. Тренировочный процесс. Тренировочный процесс у нас делится на кардио и силовые тренировки. Кардио относится легкий бег, ходьба, езда на велосипеде. Эта нагрузка идеально подходит для низкоуглеводного рациона, она способствует сжиганию жира и повышает общую выносливость. Силовые тренировки. Силовые тренировки – важнейший элемент сохранения мышечной массы, особенно в условиях дефицита углеводов. В этот период организм может начать использовать мышечную ткань в качестве источника энергии, если не получит достаточное количество белка и не подвергнется достаточной физической нагрузке. Силовые тренировки посылают организм сигнал о необходимости сохранения мышечной ткани, значительно снижая риск ее разрушения, катаболизма, а также стимулирует синтез белка, что способствует поддержанию и восстановлению мышц. Это особенно важно в условиях дефицита, когда организм более склонен к разрушению тканей. Помимо защиты мышц, силовой тренинг ускоряет процесс жиросжигания. Мышечная ткань является метаболически активной, то есть требует энергии даже в состоянии покоя. Чем больше у вас мышечной массы, тем выше ваш базовый уровень метаболизма, и тем больше энергии вы используете в течение дня. Более того, после силовой тренировки организм продолжает активно расходовать энергию, где в нашем случае это жировые запасы. Этот эффект может длиться до 24 часов, в зависимости от интенсивности тренировки. Чем больше мышечных волокон задействовано в процессе тренировки, тем больше энергии требуется для восстановления, и тем больше жира пойдет в качестве топлива. Теперь, когда мы разобрались о важности силовых тренировок, разберем, как построить план тренировки и на что делать акцент. На дефиците стараемся удержать рабочие веса, но немного снижаем объем тренировки. В базовых упражнениях работаем в диапазоне 3 подходов по 8-10 повторений, в изоляции 10-12 повторений. После 6-й недели с начала нашего дефицита перестаем делать отказные подходы и работаем в пределах около отказа. А к концу 8-й недели уменьшаем объем тренировок и рабочий вес на 30%, где, например, в жиме мы будем делать 2 подхода по 10 повторений, а в изоляции 3 по 11, не достигая даже около отказа. По тренировочным программам после 6-й недели в идеале переключиться на full body, либо на вверх-вниз, а к концу 8-й недели перейти на 2 тренировки в неделю. При таком подходе мы отлично сможем восстанавливаться, а где-то даже и прогрессировать. Что ж, подытожим. Первое. Фокусируйтесь на БЖУ, а не только на калориях. Второе. Входите в дефицит так же плавно, как и выходите из него.
Третье. Силовые тренировки важны для сохранения мышц и ускорения жиросжигания. Четвертое. Сокращайте общий тренировочный объем в дефиците, чтобы избежать перетренированности. И пятое. Прислушивайтесь к своему телу. При сильной усталости или мышечной боли возьмите дополнительный день отдыха. Перетренированность, особенно на низкоуглеводной диете, может замедлить ваш процесс. Буду благодарен за подписку. Желаю вам успехов. До новых встреч.